Всем привет, друзья! С вами я, Жека Кул, и сегодня в этом видео я вам расскажу несколько способов, что делать зимой скейтером. Когда на улице снег и нам с вами не покататься на асфальте, я вам предложу сейчас несколько вариантов, что можно поделать. Итак, погнали! Первый вариант – это пойти и покататься в крытый скейт-парк. Я живу в Санкт-Петербурге, и у нас, к примеру, есть скейт-парк «Жесть», и я там катаюсь. Скейт-парк находится в ангаре, и там очень много прикольных фигур. Поэтому зимой можно покататься в крытых скейт-парках. Следующий вариант – это фингербординг. Конечно же, я даже когда начинал кататься, я думал, что же мне делать зимой, когда не покататься на скейте. Я брал и покупал себе фингерборды и делал на них трюки, учился кататься на фингерборде. Кстати, у меня тоже есть уже несколько видео про фингербординг и про фингерборды, поэтому можете посмотреть их у меня в предыдущих видео. А также я на эти видео оставлю ссылочку в описании под этим видео. На фингерборде также можно делать трюки, как и на скейтборде. Там все то же самое, только вы там не травмируетесь, вы на фингерборде катаетесь на ваших пальцах. И поэтому это максимально безопасно. Ну а следующий вариант – это, конечно же, игры про скейтбординг. Самая популярная игра про скейтбординг – это Skate 3. Он есть на PlayStation и на Xbox. На компьютер, честно говоря, не знаю, можно ли в него поиграть, но, по-моему, нельзя, если только, наверное, через эмулятор. Это очень крутая игра с офигенной физикой. Там есть очень много популярных скейтеров из Америки, за которых вы можете поиграть. Там очень много заданий. В общем, игра прикольная и крутая. Ну, а если вдруг у вас нету PlayStation, либо же Xbox, и вы не можете поиграть, к примеру, в Skate 3, то можете скачать на телефон себе True Skate. Игра 2012 года, там очень крутая физика, разработчики игру постоянно обновляют, я сам в нее уже играю несколько лет и покупаю там скейт-парки. Кстати, тоже буду снимать отдельные видео про эту игру, потому что игра заслуживает своего внимания. Сейчас там даже можно выбрать себе скейтера, одеть своего скейтера. Если раньше там просто вы ездили и было видно просто саму деку, то есть скейтборд, то сейчас уже можно поставить на эту доску скейтера. И это будет более реалистичней. И, кстати, в этой игре физика тоже приближенная к реальности, поэтому в нее очень интересно играть. Также там можно выполнять задания. И там есть очень много скейт-парков, которые есть в реальности. То есть, к примеру, SLS, то есть скейт-парки стрит-лиги. Они там тоже есть. Даже уже есть скейт-парк из стрит-лиги за 2021 год. И также там есть споты, которые есть в реальности. То есть знаменитые популярные споты, которые есть в Европе и в США, они уже есть в этой игре, и в них вы также можете покататься. В общем, тоже игра крутая и заслуживает своего внимания. Вот. Ну, также еще вы можете поиграть в игры, в серию игр от Тони Хоука. То есть серия игр Тони Хоука, American Wasteland, либо же Underground 2, но это прямо такие старые игры с старой такой физикой, не очень реалистичной. И графика там тоже уже плохая по современным меркам. Поэтому решать вам, смотря что вы хотите. Но вот такой вот вариант есть, поиграть просто в игры, где вы можете покататься на скейтборде. И последний вариант – это сноубординг, либо же покататься можно на сноускейте. Если вы умеете кататься на скейтборде, то вы можете попробовать покататься на сноуборде. Я так пробовал, скажу вам так, что сноуборд — это немного другая фишка, там немного другое управление, не такое, как на скейтборде, поэтому тоже нужно будет привыкнуть. Может быть, вам понравится, может быть, вам зайдет, и вы будете зимой кататься на сноуборде, а летом кататься на скейте. И получается, вы всегда будете кататься и не будете грустить, что нельзя покататься. Вот так вот. И, конечно же, если вдруг сноуборд для вас что-то сложное, либо же что-то дорогое, то вы можете посмотреть на такую альтернативу, как сноускейт. Вот я буквально в этом году купил себе сноускейт от Santa Cruz. И, кстати, видосик-то про эту деку скоро будет, поэтому ждите, на канале будет обзор на сноускейт от Santa Cruz. И плюс, конечно же, я на ней буду делать трюки. Сноускейт — это доска, она чуть больше самого скейтборда, на ней резиновый наждак, и она сделана из пластика с ребрами на днище. Эти ребра нужны для устойчивости. На сноудеках обычно делают трюки зимой, тоже через ступени, тоже по перилкам, тоже по гробикам, то есть на ней прям скользят, как на настоящем скейте, только это делается зимой. То есть вы можете купить, к примеру, сноудеку и прийти с ней в скейт-парк
и на ней там делать трюки примерно такие же, которые вы делаете летом на обычном скейтборде. Но плюсы сноудеки в том, что если вы падаете, и вы падаете в снег, и это не так больно, как падать на обычной доске на асфальт. Поэтому тоже советую попробовать вам присмотреться к сноускейту. Это крутая тема, и я считаю, что ее тоже нужно попробовать. Друзья, вот такие варианты, чем можно заняться зимой скейтеру. Поэтому смотрите, что вам ближе. Вы можете попробовать несколько вариантов. Из всех, что я перечислил, можете попробовать все сразу. И точно не прогадаете. И никогда не будете скучать зимой без своего любимого скейтборда. Ну что, друзья, будем прощаться с вами. С вами был я, Жека Кул. Обязательно, если понравилось это видео, подпишись на мой канал, поставь лайк и ждем следующее мое видео. Ну а вы, друзья, катайтесь, не ломайтесь и обязательно не скучайте зимой. Всем до встречи, пока! Друзья, вот такие вот варианты, чем можно заняться зимой.